В разгар зимней бури, на окраине маленького поселка, недалеко от Форт Уильяма, старик по имени Генри Миллер услышал странный звук. Это был слабый писк, почти неразличимый сквозь вой ветра. Генри было 63. Он жил один в старом доме у леса, после того, как много лет назад потерял дочь, Эмму. С тех пор он привык к тишине и одиночеству. В тот день он вышел за дровами и уже собирался возвращаться, когда снова услышал зов. Он свернул с тропы и, пробираясь через сугробы, вышел на небольшую поляну. Там он увидел волчицу. Она была привязана толстой веревкой к деревянному забору. Шерсть на шее была пропитана кровью, лапы дрожали от холода. Рядом на снегу лежали 5 волчат, крошечные, почти безжизненные. Генри сразу понял, их бросили умирать. Он осторожно подошел. Волчица не зарычала. Она лишь смотрела на него усталыми янтарными глазами, без злобы, с последней надеждой. Этот взгляд напомнил ему о дочери. Он достал нож и перерезал веревку. Потом аккуратно собрал волчат, спрятал их под куртку и поднял ослабевшую волчицу на руки. Несмотря на боль в спине, он понес их к дому. В хижине было холодно, но безопасно. Генри растопил печь, уложил волчицу на старую овчину и начал обрабатывать ее раны. Он использовал старую аптечку, оставшуюся от соседа, бывшего ветеринара по имени Роберт Хьюз. Волчата постепенно начали шевелиться. Жизнь возвращалась. Вечером в дверь постучали. Это была Лили Картер, молодая воспитательница из соседнего поселка. Она часто помогала Генри и приносила еду. Увидев волчицу, Лили была потрясена. «Кто мог так поступить?» – прошептала она. Генри рассказал о веревке и запахе алкоголя. Лили нахмурилась. Они оба понимали, виновные могут вернуться. На следующий день Генри заметил свежие следы машины и тяжелых ботинок возле дома. Опасение подтвердилось ночью. В метель к хижине пришли 3 мужчин. Пьяные, агрессивные, с ломом и палками. Их главарь, крупный мужчина по имени Марк Браун, заявил, что волчица – их добыча. «Мы ее поймали, значит наша», – усмехнулся он. Генри встал в дверях. «Вы ее не получите». Мужчины ушли, но пригрозили вернуться. И они сдержали слово. Глубокой ночью дверь выбили. Генри схватил топор. Лили пыталась уйти через задний выход с волчатами. Волчицу же словно подменили. Несмотря на раны, она бросилась на первого нападавшего и повалила его. Началась драка. Генри сражался из последних сил. Когда один из мужчин замахнулся на волчицу, Лили вернулась и ударила его поленом по голове. Это решило все. Преступники, раненые и напуганные, сбежали в метель. В доме остались только тишина, кровь и тяжелое дыхание. Лили обняла Генри. «Я не могла вас оставить», – прошептала она. Утром буря стихла. Солнце осветило следы борьбы, которые теперь казались далеким кошмаром. Генри снова перевязал волчицу. Она терпела спокойно и даже коснулась его ноги носом, будто благодарила. Через несколько дней она окрепла. Волчата начали ходить, смешно переваливаясь по полу. Один из них постоянно тыкался в сапог Генри, и старик каждый раз улыбался. Однажды утром волчица подошла к двери. Она посмотрела на Лили, потом на Генри, потом на своих малышей. И ушла в лес. Перед тем, как исчезнуть среди деревьев, она обернулась. Ее взгляд был долгим и спокойным, как прощание. Генри стоял рядом с Лили, держа ее за руку. В его доме снова поселилась жизнь. Он понял, иногда судьба возвращает человеку сердце через чужую боль и чужую надежду. Это история о том, что даже в самые холодные времена добро не исчезает. Пока есть те, кто готов защитить слабого, тьма не победит.